Ваш новый агент, это Ложка. Как-то к нему случайно-то ты телепортировался, а у него там в бункере еще какой-то мужик был такой, лысый такой. Просто слушайте. Охренеть. Пора действовать. Либо я сегодня получаю информацию о том, помогает ли нам Пит, и мы начинаем очень быстро и стремительно ломать организацию, либо я тупой и вообще не понимаю, о чем мы вели диалог с Лаей и Вальдхаром. Как говорится, нет. Не тянем время, берем и проверяем. Долой затишье, ребята. Нужна буря. Всем привет, дорогие друзья. Я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Да начнется погром. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы готовы, черт возьми. О да, планы, как обмануть организацию, планы, как обмануть Адмавриэля, как действовать, какая вербовка Пита. Мы обсудили банально все. Да, может быть не максимально подробно, но в нашем случае остается только одно — рисковать. Признаться честно, я думал, что жопа начнется уже в предыдущей серии, но нет. Зато к этой серии моя уверенность только выросла. Сейчас я понимаю, что Лая, по идее, рассказывает план Вальдхару, а также нам нужен Пит, который, надеюсь, придет. Пожалуйста. Ах, блин. В каком же дурацком положении я нахожусь? Я буквально ничего не могу сейчас сделать самостоятельно. Я не могу нормально поговорить с Адмавриэлем, вынужден ждать, пока он сам соизволит явиться. Не могу пойти поговорить со стариной Питом, потому что, опять же, должен ждать. А еще это организация, из которой в любой момент может поступить требование отчитаться о прогрессе. Потому что я же типа отца еще. И опять же, я даже не знаю, когда они решат меня дернуть по этому поводу. Я, конечно, могу сейчас сходить к Вальдхару и проверить, как он там. Посмотреть, насколько Лая преуспела в его убеждении, но... как-то не горю желанием. Возможно, они там до сих пор орут друг на друга. К тому же, мне лучше далеко из бункера не уходить. Так, вот я все это наговорил, и что же получается? Мне просто сидеть и ждать? Не-не-не, так не пойдет. Я внезапно проникся пониманием к Вальдхару, который хочет быть полезным. Побуду-ка я полезным для самого себя. Малецкий сколько угодно может меня убеждать в том, что я обязательно отвяжусь, но... Опять же, нет. Я никуда из этого бункера уходить не собираюсь. Ну или, по крайней мере, мне нравится так думать. Поэтому займусь-ка я хозяйством. Ага, подожди, стоп, а еще раз. Я не могу пойти поговорить со стариной Питом и вынужден ждать его появления. Погоди, а написать Малецкий, не? Что-то в духе: «Эй, Малецкий, мне нужен Пит, он может мне починить какую...» О, не думал, что мне кто-то напишет. Кацпар Малецкий, тема «Архивные материалы от Адмавриэля». Блин, нифига ты вспомнил. Напомню, я ему сообщение написал еще 3-4 серии назад, а он только сейчас ответил. Окей, давай. Эй, привет, напарничек. Рад, что ты проявил инициативу и сам запросил материалы для выполнения задания. Это похвально. Слушай, ты, если что, прости, что не отвечал. Я пока оформил заявку в архив, пока ее рассмотрели, пока то да сё. Ну, в общем, ты понимаешь, да? Но если что, я получил для тебя разрешение ознакомиться с этими материалами. Так что пересылаю их тебе. Все будет в прикрепленных файлах. Наслаждайся. История мира нашего, это, если что, я уже запомнил, 1.51.72.9, это Архей. Биография от Адмавриэля, вау! Репрезентация от Адмавриэля в СМИ мира, этого мира. Как вычислить местоположение выжившего, инструкция для стажеров отдела учета. Так, что мне, нажать или как? Ничего себе, я уже успел даже забыть про это. Так, ну ладно. Все равно делать-то особо нечего. Надеюсь, это хоть написано интересно. О, ща узнаем information, наконец-то. Экс. Через несколько часов. А, погоди, нам не покажут? О! Старина Пит, ты мне нужен. Ты мне нужен. Ложка сейчас где? Да, в исследовательской. Сейчас, старина Пит, пожалуйста. А ну-ка, иди сюда. О, привет. Здорово, братан, а вот и ты. Да, привет, Пит. Ты прикинь, а у меня снова выходной. Мне в качестве компенсации за моральный ущерб начислили целых 2 дополнительных отгула.
Вот я и подумал, раз мы с тобой в прошлый раз не закончили, надо продолжить, где остановились, а? Как тебе идейка? Реально, ты как, свободен сейчас? Я не знаю, потому что вот сколько времени прошло, мы изучали документы. Извини, Пит, но у меня много работы. Давай как-нибудь... Не-не-не-не-не. Пит, останься. Отлично, давай поболтаем, но далеко из бункера уходить не могу. Отлично, давай вернемся в бар. Наверное, лучше в бункере остаться, как будто здесь что-то может произойти. Да. А? А чё это ты не можешь-то? Да, на мне все еще висит то самое задание. Помнишь, для которого я кучу книжек читал? Ну да, помню. Только, блин, я все еще не понимаю, почему этим должен ты заниматься, а не отдел учета, а? Да, блин, Пит, ну я вот тоже не понимаю. Так вот, слушай, мне буквально только что прислали новые материалы из архива, и мне нужно в ближайшее время заняться их обработкой. Да ты, блин, ну, чтоб их всех там! Не знаю, что на это ответить. Заступиться за организацию? А, я понял! Типа вот он, тот самый момент, когда мы можем Пита немножко на свою сторону склонить, да? Извини, Пит, но у меня много работы, давай в другой раз. Пожаловаться об эксплуатации со стороны организации. Да уж, знаешь, Пит, Да я очень переживаю. Мне дали это задание, а оно, во-первых, не входит в мои компетенции. Мне очень-очень сложно справляться самому. А во-вторых, мне катастрофически не хватает времени. Ну, то есть этих метров, километров. Понимаешь же, о чем я, да? Да, конечно, брат, понимаю, брат. Ну вот. А я единственный неотвязанный сотрудник в организации, и я знаю, что отвязанным очень трудно понять течение времени. Но вот они не дают мне совсем никаких поблажек, понимаешь? Никаких! Так. Нет, ты не подумай. Я, конечно, не жду, чтобы ради одного единственного сотрудника целые отделы перетруждали себя. Да нет, да чё ты говоришь, блин? Это же их работа! Начальство буквально нужно только для того, чтобы организовывать работу подчиненных. И организовать ее лучшим образом, чтобы у всех условия были... Ну как это? Блин, как это? А комфортными, комфортными! Это я тут недавно с одной коллегой обсуждал начальство, и мы косточки им там поперемалывали. Ну, как обычно. И она меня этому слову научила. Комфортными. Ага. Оказывается, комфортные рабочие условия — это базовое требование на любом рабочем месте, прикинь. А у нас, блин, про такое большинство сотрудников даже не слышало. И они сначала тебя заманивают к себе на работу, обещают, значит, вечный рай, да? Заставляют отвязываться, и все. Ты уже не уволиться не можешь, ни место работы сменить. Блин, ты навсегда привязан к этой гребаной организации. Вот они и думают, что могут с нами как угодно обращаться. Мы ж от них никуда не денемся, да? Ой, блин. Ай. Слушай, брат, мне реально очень жаль, что они так с тобой поступают. Правда, жаль. Я даже немного удивлен все это время. Обычно первое время они как раз, типа, добренькие, там, прикидываются и все такое. А тебя, уже и выговор назначили, и обязанности на тебя чужие вешают. Да блин, еще и требуют от тебя выполнения за нереально короткие сроки. Офигеть. То есть, да, Пит, это правда все ужасно. Но, видимо, особо ничего не поделаешь, верно? Ну да, на официальном уровне вряд ли получится что-то сделать. Пока ты направишь там запрос, пока его рассмотрят, пока слушание. Не, смысла нет никакого. У тебя уже пени жуткие накапают за невыполнение задания. И не-не, я вообще даже не думаю, что тебе их спишут, прикинь. Именно поэтому, дружище, у нас народ никогда на официальном уровне даже не пытается ничего протащить. Если что-то нужно, то мы так, типа, друг другу помогаем. Много чего делается за спиной у начальства. Хе-хе. Главное, чтобы не спалили, ага. Но я-то вижу, что ты наш человек вообще. Да и мозги у тебя на месте. Я готов тебе помочь, не парься. Но я должен быть уверен, что ты меня не сдашь. То есть, да, конечно не сдам, Пит. Ну, отлично! В таком случае ты чё? Что тебе помогло, скажи? Нифига себе! Я вот чего-чего вообще не ожидал такого. Пит, ты прям реально такой работяга-трудяга, который ненавидит свое начальство. Знаете, это прям типичный работяга, вот прям супер-мега типичный. Ты можешь сделать так, чтобы начальство не смогло попасть в мой бункер? Чего? Не смогло, чтобы принять задание, да? О, кстати, это прикольно! Ты можешь взломать систему моего отдела и вписать в мой файл новые условия выполнения задания?
Это прикольно звучит, но знаете, почему это не работает? Потому что о моем задании знает Луиза де Саль. Ты можешь сломать систему учета километров в Синклите? Ну, это вряд ли. Если бы кто-то мог, то он бы уже не работал. Так, получается, ты можешь сделать так, чтобы начальство не могло попасть в бункер? Ну, вообще, идея так-то немного странная, да, но... Для того, чтобы запретить конкретные координаты для перемещения, мне в систему залезть надо. А у меня не. Я же специалист по внутренностям, да? Я не по софту. Но зато знаешь что? Я могу сделать так, что из Синклита вообще никто и никуда не сможет переместиться. Что? Никто из Синклита? Это сильно звучит. Слушай, я не знаю, в курсе ты или нет, но в Синклите есть специальный вагон. Никто из сотрудников не может так просто взять и переместиться куда-то из главного штаба. Это можно сделать только из специального вагона, в котором у каждого сотрудника есть свое личное место. Это нужно для того, чтобы сотрудники не путались в километрах при возвращении. А система, система могла зарегистрировать, сколько километров сотрудник отсутствовал при выполнении задания. Фига, как у них там все устроено. Ну так вот, я могу вывести из строя работу всех сидений. Возможно, это, конечно, радикальное решение, так-то не знаю даже. Вот это ты мне, конечно, сказанул. Может быть, радикальное, да. Но начальство не оставляет нам другого выбора. Да, Пит, ты прав, это слишком, лучше забей. Но начальство не оставляет другого выбора. Да, вообще ты абсолютно прав, не оставляет. А учитывая, что я самый опытный сотрудник в своем отделе, починку, скорее всего, поручат тоже мне. Так что я еще резину смогу потянуть, да? Да, Пит, слушай, ты нереально крутой. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить за это. Ой, да ладно, тебе-то ладно. Я же тоже был когда-то стажером в организации. Тоже боялся за свои права постоять. Так что да, я все понимаю, брат. Буду рад помочь тебе. Ты тогда давай, за дело берись, чтоб дистанцию лишнюю не терять. А вот разобраться с организацией предоставь мне. Мы им так просто не дадимся, да? Писец. Нет, он, конечно, раз 10 уже упомянул, что ненавидит организацию, но настолько, что готов подсобить мне. Как же его задела моя история о том, что я выполняю работу отдела учета. Это прям весело. Так, а в итоге что, мне ждать кого-то? С кем-то, может быть, поговорить? Вау, ну и дела. Если так подумать, это было так просто. Мне даже не пришлось рисковать и раскрывать все карты. Он буквально сам предложил нарушить работу всего отдела штурмовиков. Видимо, мне тут еще помог тот факт, что он их очень недолюбливает. Надеюсь, все пройдет гладко. Пит ведь профессионал, он знает, что делает. Да и к тому же он сам предложил. Если бы он думал, что это для него слишком опасно, предлагать бы точно не стал. Правда же? Черт. Теперь вот я начинаю сомневаться в принятом мной решении. И вот так всегда. А что, если это приведет к нехорошим последствиям? Так, ладно. Пока что рано судить, рано. В конце концов, это всего лишь рядовая поломка. Подумаешь-то. Хватит загоняться, Лолошка. Иди лучше вон, про Тадмавриэля почитай. Ну да. Продолжим. О. Это будет супер удобная поза для чтения, да? Я так и понял. На животике. Блин. Ну ты чё, за 2 часа вообще ничего не узнал? Что? Так, ладно, там супер веселуха. Тем временем... Или на том же километре. О! Ой. Блин, так стрёмно немного все-таки-то. Фу, ладно. О, реально в поезде. Офигеть, там столько мест. Это получается какой-то ультра-мега-бесконечный поезд? Что-то в этом духе? Келвин, Серен, Танлор, Эвиан. Там много всяких имен. Ну-ка. Ой. Бляха-муха, какой красавчик! Это крабовая палочка! Чё? Ты же сам предложил, чё ты боишься?
Ага. Ля, круто на самом деле. Вот мне нравится каждый раз узнавать всякие разные новые факты о том, как работает организация, синклит, как вот это время устроено, вселенные, мультивселенные. То есть постепенно до нас доносятся вот эти клочки информации, и мне доставляет удовольствие все это впитывать. Ну-ка. Будут знать, как перекладывать ответственность. Ой. Питер Деорос? Да, я. Привет. Ну-ка поведай, что ты здесь делаешь? У тебя какое-то задание? Что-то неисправно в вагоне? Черт, я же не могу сказать ей, что у меня задание. Она легко может это проверить. Питер. Черт, что же Питер. делать? Да не, у меня вообще выходной сегодня. Так, тогда что ты забыл в вагоне для штурмовиков? Ну я... Вот тебя искал как раз, Аса. Да. Меня? Я-то тебе зачем? Ну вот, я просто не знаю, а кому реально обращаться по такому вопросу-то, да? Я хотел всего лишь утащить кое-какую информацию там. Какую информацию? Это касается работы отдела исполнения решений? Да, напрямую, конечно. Тут это дело такое. Ваш новый агент, это ложка. Продолжай. Да, я вот это... Как-то к нему случайно телепортировался. Ну, не на те координаты нашел, да, я не на те. А у него там в бункере еще какой-то мужик был такой, лысый такой, и... Какой-то мужик? Что такое? Я еще удивился тогда просто. Вроде не знаю такого сотрудника. Ну, так и вряд ли же это выживший-то, да? Да, вот и я, в общем, просто уточнить хотел-то. Он как-то зарегистрирован-то, там, чтобы в курсе, или не зарегистрирован? Нет, организация не в курсе. Что? Не в курсе? Нет, не в курсе. Спасибо, Деорос, что доложил. Тебе совсем скоро на пенсию, а хватки не теряешь. Так держать. Мне кажется, это не лучшая информация, которую он смог выдать. А как это не в курсе-то? Как это, мать его, не в курсе? Блин! Это что, я только что кореша своего сдал, что ли? Черт! Блин! Грёбаный Цербер! Ну почему именно ты? Ну, блин! Не мог, что ли, кто-то другой зайти? Черт! Я бы просто соврал, что там гуляю, и все. О, всем было бы пофигу. Нет, но только не тебе. Ой, ты, друган, блин, тоже хорош. Как это у тебя какой-то лысый прыщ в бункере? Так еще и не зарегистрирован. Ну, капец, блин. Ну как? А я-то откуда мог знать-то? Так, надо предупредить тогда. Надо срочно предупредить его. Чаще, точно. Ой, блин. Ну, а я все еще смотрю. Новое уведомление. Давай, читай, чувак, там вообще все плохо, это просто жесть. Нас спалили. Встать. Так. Планшет, обязательно читать. Где? Питер, вот, Деорос, планы на выходные. Эй, мужик, здорово! Тут такое, блин, произошло! Я, даже не знаю, как рассказать тебе. Короче, я классно провел свой выходной вообще. Сходил в боулинг, короче, как и обещал тебе, вот, сбил все нужные кегли. Так что о моих страйках-то ты не переживай, не. Но ты переживал бы лучше о том, что протоколы не соблюдаешь и своих гостей не регистрируешь, блин. Все в порядке, Аса уже в курсе, она поможет тебе все зарегистрировать как надо. Мне нужно выпить. Жесть. Просто жесть. Так, блин. Лолошка, спокойно, без паники. Надо срочно сообщить об этом Лае и Вальдхару. Надо, да, мы вместе что-нибудь придумаем. О, блин. О, реально!
реально, блин, это писец. Это не то, чего я ожидал. Это вот помните тот самый момент, о котором я говорил 2 серии назад. Нам нужно одновременно врать и организации, и Тадмавриэлю, и Малецке. Это просто трешатина. Вот рано или поздно во всем этом вранье можно тупо запутаться. Супер-мега обязательно сразу же восстанавливаемся. И блин, не знаю, прунус, наверное, нужно сначала попробовать. Да, еда есть. Надеваем скафандр, прописываем прунус. И... Лая? Вальдхар? Нет? Блин, никого здесь нет. Хорошо, тогда мы прям даже не будем медлить. Малу. Немножко подзарядимся. 100%. Сразу же выходим снова. И вообще не тянем время. О, блин, нет. Нет. Только не эта дурацкая погода. Ну хотя мне не то чтобы жарко, как будто не. Все нормально. Ладно, садимся. Погнали! Ой, как тарахтит-то, блин. Что там, с движком что-то не так? Ладно, вроде едет и на том, спасибо. Все хорошо. Тихонечко. Да сколько ж тебе можно повторять, что я... Не надо мне повторять, не надо, я говорю тебе. Я наслушался уже. О, он наслушался. Но так и не услышал, черт возьми. Ты все пропускаешь мимо ушей. Ребят. Заходи, Ло. Привет. Ребят, вы чего? Привет. Да, здорово, Ло. И вам привет. Ну и что? Блин. Что, ты будешь Когда я говорил, что они, наверное, до сих пор друг на друга орут, я вообще-то шутил. Ты думаешь, мне Но сложно, что ли? не стоило их недооценивать. Лолошка, помоги мне. Этот ненормальный Да просто... заткнись! Нет, Ло, это ты мне помоги! Она просто не... Стоп! Давайте мы все друг другу просто поможем и ненадолго замолчим. Послушаем важные новости. Ладно. Ну говори. Тадмавриэль приходил? Нет, ребята. И вряд ли вы вообще когда-либо догадаетесь. Просто слушайте. Спустя пару минут рассказа. О, блин, да, там жопа, вообще жопа. Охренеть. Вот, честно говоря, я тоже не понимаю, как так получилось. Видимо, пока он где-то там копался, зашла Аса. А он не нашелся, что сказать, и выдал первое, что ему пришло в голову. Иначе я просто не знаю, как это объяснить. Погоди, Ло. А ты уверен, что он это не специально сделал? Да, блин, Вальт, ну конечно я уверен. Если бы он был подставным лицом организации, он бы информацию передавал лично им, не сообщая мне об этом. Ну да, ладно, наверное, ты прав. Блин, ну как же так получилось-то? Блин, ну вот и я не понимаю. Так, ладно. Какой вариант им предложить? Я считаю, что Вальдхара срочно нужно где-то спрятать. Возможно, даже в другой реальности. Кажется, нам срочно нужен новый секретный бункер. Я думаю, лучше дождаться реакции организации. Да блин, ну какая это может быть реакция? Ну очевидно. Мы буквально спрятали другого чувака из другой реальности, которого не могли отследить из-за, как напомню, вибраций. Типа Вальдхар перенял вибрации другой реальности. Походу вот это реально. Нужно срочно спрятать Вальдхара. Возможно, даже в другой реальности. Может быть не реальности, а просто где-то там, где-то в Прунусе, например, таскать зарядки. Да, Ло, ты сейчас что, серьезно? Какой, блин, другой реальности? Не-не-не-не-не, я туда никогда не пойду, ни в коем случае. Ло, ты, блин, с ума сошел сейчас такое предлагая. Ты хочешь, чтобы я один там в другой реальности окочурился? Тихо. Давайте взглянем на ситуацию ясным взглядом. Во-первых, тот факт, что организация была до сих пор не в курсе про Вальдхара, говорит о том, что мы все делали правильно. Так, то есть... То есть да, у тебя действительно какие-то другие вибрации, которые в этой ветке не отслеживаются. Ложка. По сути, если бы Вальдхар не заявлялся так часто в бункер, то никто бы так и не узнал о существовании незарегистрированного выжившего. Блин, ну да. Мы действительно как-то пренебрегали безопасностью. Именно. Поэтому вполне закономерно, что в итоге спалились. Но, во-первых, мы убедились точно, что организация не может отследить Вальдхара. А это значит, что не нужно прятаться ни в каких других реальностях. Сейчас нам нужно всего лишь вести себя осторожнее. А во-вторых, наш план сработал. Теперь осталось только дождаться официального подтверждения от организации. Но Пит профессионал. Так что я уверена, что благодаря ему удастся действительно приостановить работу всего отдела. Да уж.
Все еще непонятно ради чего, ну да ладно. Ой, ну я же 100 раз уже объяснял, что... Стоп, ребят, давайте не будем спорить, окей? Я сегодня слишком перенервничал, чтобы опять все это выслушивать. Но я согласен с Лаей. План действительно сработал. К тому же сработал куда проще и быстрее, чем мы этого ожидали. Пит буквально сам предложил это решение. Да вы чё, блин, реально? Вас вообще это ни капли не смущает, что ли? Вы все еще уверены на 100%, что этот техник наш союзник? Ну, когда имеешь дело с организацией, никогда нельзя быть уверенным на все 100%. Но в данном случае уверенность максимальная. Да, Вальдхар. Мы даже не успели начать его вербовать. Лолошка всего лишь пожаловался на плохие рабочие условия, а Пит давно уже известен своим недовольством по поводу начальства. Ой, блин, ну ладно. И чё теперь? Я чё, просто продолжаю сидеть в этом треклятом гараже, что ли? Угу. И мы ждем реакции организации. Все согласны? Да. Ну да. Я, если что, сообщу вам, если мне поступит какое-то уведомление от организации. Угу. Пронус. Блин. И опять мне тут сидеть целыми днями. Да, Вальд. Ты прости, но тебе правда лучше пореже выходить отсюда. Да блин, ну а куда? Куда реже-то? Ай, ну вас. Эх, дружище, только ты-то меня и понимаешь. Что бы я делал без тебя? Иди сюда. Спокойной ночи, Ло. Да, серьезно? Что бы я без тебя делал? Это он медведю говорит. Вальду не угодишь. Предлагаю спрятаться в другой реальности, не нравится. Говорим остаться, тоже не нравится. Хотя ладно, отчасти я его понимаю. У меня тоже поначалу жестко мозги расплавились из-за одиночества и скинтонита в фильтрах. А он еще и пережил действие времени. Мне кажется, у него психика от этого серьезно пострадала. Ладно, спи, Вальд. Мы как-нибудь выкарабкаемся. Писец. То есть, получается, мы спалились, про Вальдхара знают, и ко мне, очевидно, заявятся с вопросами, где он прячется. То есть, все. Я не знаю, понимаете вы или нет, к чему это приводит, но сюсюкаться со мной уже не будут. Ко мне уже даже Малецкий с подозрением относился. То есть сейчас он явно мне вообще не будет доверять на все 100%. Мне на самом деле нравится, как Пит завуалированно передал мне информацию. Ты бы лучше переживал о том, что протоколы не соблюдаешь и своих гостей не регистрируешь. Все в порядке, Аса уже в курсе. Она поможет тебе все зарегистрировать. Да, я даже не знаю, какая реакция может последовать. Первое, о чем я думаю, вот первое. Они отменят задание по Тадмавриэлю и насильно меня отвяжут. У меня почему-то ощущение именно такое. Сейчас у организации реально появился очень большой козырь с этим знанием, и... я не знаю, как они этим воспользуются, но точно воспользуются. Они бесконечно хотят, чтобы я отвязался. Непонятно до сих пор зачем, но им зачем-то это надо. На всякий случай здесь все посмотрим. Медный провод. О, экстренный аккумулятор. Ну ладно, воровать я, наверное, не буду. Отмычки. Вот это я сворую. Железная пластина сюда. Это не надо. Давай. Спокойной ночи. Обязательно едем в бункер. На всякий случай сейчас проверим, изменилось тут что-то или нет. Мало ли, как говорится. Прошло уже там времечко. Какая-то временная метка, бла-бла-бла. Нет? Черт, а вот как можно теперь готовиться к саботажу? Я правильно понимаю, что, по сути, Пит сейчас все поломал? То есть, получается, штурмовики теперь не могут телепортироваться. Также, судя по реакции Асы, когда она его, типа, поблагодарила, она не поняла, что он что-то делал с вагоном. Следовательно, Пит выкрутился, но вот это вот его выкрутился для нас... мало чего хорошего дает. Ладно, я уверен, плохое нас еще только ждет. Обязательно забегаем. Тренировочку завершаем. Сейчас у меня будет примерно 22 тысячи. Замечательно. Пытаемся найти ягоды. Дайте мне немножко поесть. Семена, семена, семена. И ни одной ягоды! Офигеть! Это антивезение. Тогда немного супа. И, внимание, вопрос. Что по плану? Давай проверим. У нас была вербовка Пита. Скажем, ну типа сделали. Далее, саботаж отдела штурмовиков. Типа сейчас они, по идее, не могут телепортироваться. Значит, у нас получилось. Правильно? Здесь я пока немного сомневаюсь. Уверен на процентов 60-70,
бесит, что все получилось. Далее вербовка. И вот тут вопрос, кого мы вербуем? Скорее не так, как мы вербуем? Да, Лая много раз говорила, и Малецкий даже говорил, что сомневающихся в Синклите действительно полным-полно. Но как мы будем их вербовать? Как? Потом мы получаем информацию и победа. Да, план реально полное говно. Но, во всяком случае, первое сделали, и на том спасибо. О, погоди, так у себя в профиле я, оказывается, могу смотреть очки организации. Стаж неизвестен, выговор 1. Да, это мы помним. А вот очки организации, что это? Я так понимаю, от этих очков зависит зарплата? Но какая к черту зарплата? Мы скрывали Вальдхара, мне... Кажется, не до зарплаты сейчас будет. Короче говоря, посмотрим, что будет дальше. На этом я буду постепенно заканчивать. Я на 90% уверен, ничего хорошего не ждем. А вот что это нехорошее, опять же увидим. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Вся ваша поддержка конвертируется в улучшение и мотивацию. Кстати, небольшой спойлер. Сейчас мы готовим кое-что, во что смогут поиграть все. Это немного связано с сюжетом, но это все, что я могу сказать. Не забывайте, опять же, про ваши лайки. Это правда нас сильно мотивирует. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... черт возьми, саботаж, а также скрывание Вальдхара. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.